Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео, заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много, вы найдете очень интересного, полезного для себя. Отдельный привет своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо большое за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши отзывы, пожелания. Я сегодня к вам вот с такими ниточками, с ними мы уже работали, даже с такой расцветкой, ну и с новым узорчиком. Итак, новички, кто еще не работал с данными ниточками, знакомьтесь. Называются они Alize Angora Gold. Дальше идем. По составу это 80% акрил, 20% это шерсть. Крючок нам здесь советуют брать от 2 до 4. По метражу моточки получается по 100 грамм, в 100 граммах 550 метров. Так, и что ж, не забыла. Цвет. Смотрите, цвет 795. Мне кажется, на камеру передается более таким голубым, да, оттенком, а на самом деле более спокойный, не такой яркий, не такой контрастный. Я данную пряжу вяжу крючком номер 3, ну, под свою плотность. Так, крючком номер 3. Вы, в свою очередь, берете любую пряжу, какая у вас есть. Все узорчики универсальные. Летнюю, демисезонную, зимнюю пряжу. Самое главное, правильно подберите крючок. Точно так же прочитайте аннотацию к вашей пряже. Посмотрите, какой у вас здесь записан крючок. И подбирайте согласно своей плотности, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, у меня сегодня для вас есть схемка. Я ее сюда прикладываю. Схемка читабельная, хорошего качества. Вы все поймете, разберетесь. Кто умеет работать со схемками, работайте самостоятельно. Да? Кто еще пока не умеет, повторяйте за руками, но обязательно следите за схемкой. Мы с вами провязали элемент. Посмотрите, как он обозначается в схемке. Провязали, посмотрели, провязали, посмотрели. Так вы быстро научитесь самостоятельно в дальнейшем работать со всеми любыми схемками. Итак. Раппорт сегодняшнего узорчика равняется 9 петелек. Давайте, например, я наберу 3 раппорта и дополнительную петельку для того, чтобы узорчик красиво ровно закончился. Итого получается, я буду набирать 3 × 9 – 27 и плюс 1 – 28 воздушных петель. Вы, в свою очередь, набираете только сколько вам будет необходимо. Итак, для начала все как всегда. Петелька фиксации. При наборе петелек мы данную петельку не считаем. Теперь я набираю 28 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 и 28. Вот мой будущий образец. Далее, как у многих узорчиках, особенно новичкам, рекомендую сделать вспомогательный ряд. Он состоит из столбиков с накидом. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Теперь отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И вот в 5-ю петельку, по порядочку в 5-ю, оп, нырнули и провязали по 2 петельки. Это получается у нас столбик с накидом. Дальше накид. В следующую петельку по порядку провязали еще один столбик с накидом. В следующую петельку по порядку опять столбик с накидом. И вот так вот вы шагаете, в каждую петельку вашей цепочки провязываете столбик с накидом. Сами себя контролируйте. По итогу количество столбиков у вас должно быть ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочке. И вот так вот аккуратно, тихонечко провязывайте каждую петельку. В каждую петельку провязывайте столбик с накидом. Не забывайте, что первые 3 петельки подъема, вот эти вот первые 3 петельки, это имитация столбика с накидом, считаем за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 уже провязали столбиков. Давайте самостоятельно до конца ряда, несложно, и в конце ряда встретимся. Договорились? Несложно у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики. Все ровненько, аккуратненько. Теперь смотрите, смотрим на схемку и повторяем. Для начала воздушная петелька, поворот.
И сюда же, в верхушку этого же столбика, мы провязываем столбик без накида. Есть. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Пропускаем 2 столбика. 1, 2. И в третий столбик провязываем столбик без накида. Есть. Опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Пропускаем 2 столбика. 1, 2. И в третий нырнули, вытянули ниточку, провязали столбик без накида. У нас получаются вот такие вот арочки. Видите? Несложно. Опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Опять пропускаем 2 столбика и в третий провязываем столбик без накида. И вот так вот мы провязываем до конца ряда. Делаем вот такие вот арочки. То есть ряд совсем не сложный. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. 2 столбика пропустили и в третий провязали столбик без накида. Понятно, да? Все. И вот так вот шагаете до конца ряда. Давайте самостоятельно в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот мы провязали практически до конца ряда. Вот наши арочки. Как мы заканчиваем ряд? Мы делаем последнюю арочку, 3 воздушные петельки, пропускаем 2 столбика, 1, 2. И там, где у нас были 3 петельки подъема, вот в третью петельку нырнули аккуратненько и провязали столбик без накида. На этом наш ряд закончен. 3 воздушные петельки. Идем дальше. 1, 2, 3. Поворот. Теперь будьте внимательны. Вот наша первая арочка. Мы ее пропускаем, мы не провязываем. Мы работаем со второй арочкой. Делаем накид. Ныряем прямо в саму вот эту вот арочку. Нырнули. Вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. Считаем. Первый столбик. Дальше точно так же накид. Сюда же опять нырнули. Провязываем второй столбик с накидом. Точно так же сюда третий столбик с накидом. Сюда же четвертый столбик с накидом. Пятый. Шестой. Седьмой. Видите? Получается. И 8 сюда же. Вот такая вот получается у нас интересная арочка с веерочком. Угу. Несложно. Идем дальше. Опять следующую арочку мы пропускаем. Мы с ней не работаем. Так вот делаем накид. И после арочки идет столбик. Работаем вот с этим столбиком. Сделали накид. Нырнули в столбик. Вытянули ниточку. Провязываем 2 петельки. 2 петельки. Стоп. Раз. Считаем. Первый столбик. Сюда же точно так же провязываем второй столбик с накидом. Точно так же сюда провязываем третий столбик с накидом. Четвертый. И пятый. То есть получился еще один такой веерочек, но смотрим внимательно на схемку. У нас должен получиться бочоночек. Что мы делаем? Вот так вот подтягиваем петельку, будьте внимательны, оставляем ее. Теперь перебираемся к самому первому, получается, из 5 столбиков к самому первому. Беремся вот так вот за его верхушку. Возвращаемся опять в нашу петельку, которую мы оставили. Подтягиваем ниточку. И теперь вот эту вот левую петельку проводим через правую. Оп. Вот такой бочоночек. Видите? Посмотрите на схемку, как он обозначается. Все. Не сложно? Не сложно. Дальше идет опять повторение. Для начала накид. Пропускаем первую вот эту арочку, работаем со второй. Во вторую арочку провязываем 8 столбиков с накидом. 1. Сюда же. 2. Сюда же. 3. 4. 5. 6. 7. И 8. Опять веерочек получился над арочкой. Теперь будем провязывать бочоночек. Итак, помните, да? Арочку мы пропускаем, работаем со столбиком без накида. В него провязываем 5 столбиков с накидом.
Раз, два, три, четыре, пять. Угу. Опять подтягиваем ниточку, возвращаемся к первому столбику, беремся за него, за верхушечку, захватываем нашу петельку, которую оставили, и ее протягиваем через верхушку первого столбика. Оп, еще один бочоночек. И так далее. Опять пропустили арочку, в следующую арочку провязываем 8 столбиков с накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 и 8. Угу. Несложно. И теперь заканчиваем наш ряд. Арочку мы пропускаем. Работаем вот с последним нашим столбиком без накида. Делаем накид и в этот столбик провязываем один столбик с накидом. Вот так вот вместе дружно мы с вами провязали целый ряд. У вас также получилось? Давайте идем дальше. Итак, для начала делаем одну воздушную петельку, поворот, и сюда же в верхушку этого же столбика провязываем столбик без накида. Теперь 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Смотрите, работаем вот с этим нашим веерочком. Первые 2 столбика у веерочка пропускаем. Раз, два, пропустили. В третий провязали столбик без накида. Есть. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. 2 столбика пропустили. Раз, два. В третий провязали столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И вот здесь будьте внимательны. Мы покидаем, получается, наш веерочек. Переключаемся вот на наш, получается, бочоночек. Вот верхушка бочоночка. Так. Делаем накид. И в верхушку бочоночка провязываем столбик с накидом. Мы таким образом как бы выравниваем наш ряд. Видите, чтобы он был ровненький. Так он у нас получается волнистый. Так будет. А здесь мы его выравниваем. Идем дальше. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Переключаемся на следующий веерочек. Первые 2 столбика пропускаем. Раз, два. И в третий провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. 2 столбика опять пропускаем. Раз, два. В третий провязываем столбик без накида. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И здесь внимательно мы провязываем вот за верхушку бочоночка столбик с накидом. Угу. То есть везде без накида, а здесь с накидом. Вот что у нас получается. И так далее. То есть несложно. Давайте вместе провяжем. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. 2 столбика пропустили. Раз, два. В третий провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. 2 столбика пропускаем. Раз, два. В третий столбик без накида. И заканчиваем наше вязание. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И получается, там, где у нас здесь были, получается, петельки подъема, в третью петельку подъема мы провязываем столбик без накида. И на этом наш ряд заканчивается. Как вам? Несложно, да? Идем дальше. Итак, для начала 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И теперь наша с вами задача повторить наш ряд вот с веерочками и бочоночками. Поняли? Мы точно так же первую арочку пропускаем, работаем со второй арочкой, накид, и сюда провязываем 8 столбиков с накидом. Мы уже так делали, вы уже знаете. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7,
и 8. Вот у нас получается над веерочком веерочек, видите? Четко над этим веерочком. Вот, видите, вот он веерочек. Дальше мы должны с вами провязать бочоночек. Вот в данный столбик с накидом мы провязываем 5 столбиков с накидом. Раз. Сюда же верхушечку. Второй столбик. Третий столбик. Четвертый столбик. И пятый столбик. И теперь должны сделать бочоночек. Опять отпускаем нашу петельку. Беремся за первый столбик из 5. Так. Возвращаемся к петельке. И вот эту петельку левую переносим вот так вот. Оп. Все, бочоночек. Поняли, да? Все то же самое, что мы с вами провязывали вот в нашем ряду, где были веерочки и бочоночки. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Несложно у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот провязали с вами целый ряд. Вот такая вот по итогу получается картина. Вот такие вот бочоночки выпуклые. Так. Ничего сложного. И закончили мы ряд, получается, столбиком с накидом в столбик без накида предыдущего ряда. Далее идем воздушная петелька, поворот. Сюда же верхушку этого же столбика провязываем столбик без накида. И теперь наша с вами задача повторить вот эти вот арочки. Помните, провязывали? Вот, опять делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Пропускаем 2 столбика. Раз, два. В третий столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Пропускаем 2 столбика. Раз, два. В третий столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И там, где у нас бочоночек, беремся за верхушечку и провязываем в него столбик с накидом. Выравниваем наш ряд. Угу. Все, не сложно? Не сложно. То есть мы с вами уже 2 раза провязали раппорт нашего узорчика вертикальный. Получается, один ряд у нас арочки, потом идут веерочки с бочоночками. Арочки, веерочки, арочки, веерочки, арочки, веерочки. И так вы провязываете до нужного вам размера. Угу. Все, мы с вами уже все вместе провязали. Давайте увеличим наш образец несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Должно получиться интересно, оригинально. Встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот что по итогу получается. За счет бочоночков узорчик у нас будет односторонний. Видите? Изнаночка ровненько, аккуратненько, не стыдно показать. А это получается лицевая сторона. Бочоночки, видите, они придают объем. Вот так вот несложно. Узорчик растет очень быстро. Видите сами, да? То есть получается раппорт узорчика 2 ряда. Все. Ничего долгого запоминать не надо. Все очень просто и легко. Смотрите, как из моей пряжи тянется узорчик. Вот так не тянется. Вот так тянется чуть-чуть. Из вашей пряжи может тянуться больше, может тянуться меньше. Так что обязательно вяжите образец из своей пряжи своей рукой. Давайте замерим. Итак, допустим, моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания. У всех все по-разному. Из одной и той же пряжи, одним и тем же крючком, но у вас может быть другая плотность. Поэтому обязательно вяжите образец своей рукой. Итак, здесь получается у меня 28 петелек воздушных. Здесь у меня 13 сантиметров с хвостиком. Ну, 13,2, 13,3. И здесь получается, считаем по 2 рядочка, да, 2, 4, 6, 8, 10, 12. И первый ряд 13. Так, это у меня получается, смотрите, 11 сантиметров. Вот такой вот узорчик. Растет, конечно, он очень быстро, так что не переживайте, не волнуйтесь. Возможно, что думаете, аж целых 13 рядов, да, и всего лишь 11 сантиметров. Нет, смотрите, вот такой вот он будет как бы и оригинальный, и несложный, да, легкий, воздушный. Предлагайте свои идеи в комментариях, чтобы вы связали данным узорчиком. Возможно, вы уже что-то вязали, из какой пряжи нам рассказывать. Нам тоже будет интересно. Летняя, демисезонная, зимняя. Не забывайте, что узорчик можно перевернуть. Веерочки могут смотреть у вас вниз, да, и вот краешек вашего изделия может быть таким вот волнистым. То есть включайте свою фантазию, вас никто не ограничивает. Как вы сделаете, так и будет здорово.
Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик. Вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.